привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада видеть вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И сегодня наш видеоурок посвящен нашим девочкам-малышкам, возможно, тем, которые ходят в детский садик. И хочу я вам показать бантики, которые можете вы сделать наподобие бантиков неделька, на каждый день новые, потому что делать их очень легко. Нужно просто лишь собрать несколько приятных расцветок репсовой ленты шириной 2,5 сантиметра. И вот такие вот бантики очень-очень быстро из-под ваших золотых ручек будут рождаться и на радость нашим маленьким принцессам украшать маленькие хвостики и косички. Бантики настолько миниатюрные, что подойдут даже на первые хвостики. А серединки украшены разноцветными помпончиками, коих сейчас очень много в магазинах рукоделия, в отделах. И такой бантик делается всего лишь из 2 отрезков репсовой ленты шириной 2,5 сантиметра. Бантики маленькие, практичные, не мнутся, подходят под шапочку, можно их спрятать, и ничего с ними не будет. Даже можно их постирать в теплой воде в мыльном растворе. Итак, друзья, оставайтесь со мной, делайте такие маленькие бантики-крошки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки, делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях, за что я вам буду очень-очень благодарна. И давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня я хочу показать, как сделать маленький практичный бантик для малышек на каждый день. Можно его использовать на первые хвостики. Длина нашего бантика всего 5,5 сантиметров. Итак, для бантика нам понадобится репсовая лента шириной 2,5 сантиметра, 2 отрезочка. Один длинный отрезочек 20,5 сантиметров и второй поменьше длиной 12 сантиметров. Также немного узкой репсовой ленты для формирования серединки бантика, бесшовная резиночка и 3 разноцветных помпончика. Диаметр моих помпончиков 1 сантиметр. И также иголочка с ниткой, зажигалка, ножницы и термопистолет. Все отрезочки мы обязательно обрабатываем по краю огнем зажигалки. И вначале займемся длинным отрезком. Это будет нижний бантик. Складываем его пополам и отмечаем серединку. Раскрываем и перекрещиваем краешки нашего отрезка вот таким вот образом. Чтобы здесь получилась такая фигура. Там, где перекрещиваются наши стороны, мы это место совмещаем с серединкой бантика, пока закрепляем иголочкой. Второй отрезочек тоже складываем пополам, находим серединку, делаем себе складочку здесь и делаем простейший бантик, загибая обе стороны к серединке с небольшим нахлестом. Тоже закрепим иголочкой. Далее нам осталось совместить нижний и верхний бантик. Вот таким образом совмещаем и прошиваем иголочкой.
Закрепляем ниточку. И бантик наш готов. Немножечко подрезаю краешки и делаю такие полукруглые ушки. Обязательно место среза обрабатываю огнем зажигалки. С изнанки приклеиваем резиночку. И оборачиваю серединку нашего бантика тонкой репсовой лентой. Я обрезала, и у меня не было специальной тонкой репсовой ленточки, я отрезала от репсовой ленты 2,5 сантиметра нужную мне полоску. И серединку бантика украсим 3 разноцветными помпончиками. Делается такой бантик очень быстро, можно сделать разных цветов для похода в садик на каждый день, надевать новые бантики. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями, радуйте бантиками своих маленьких сестренок, дочурок, маленьких наших модниц. А я прощаюсь с вами до новых творческих встреч. Пока-пока.